Друзья, сегодня у нас понедельник, 10 ноября, и мы с вами продолжаем уже ставшую регулярной рубрику о том, чем живет сообщество Diablo Immortal. И в этом выпуске, уже, насколько я помню, третьем, мы пройдемся по тому, что самого интересного было в обсуждениях на таких сайтах, как Reddit, форумах Blizzard, а также их Discord-канале, чем там живет сообщество и что оно обсуждает, друзья. 10 самых интересных тем по мнению DI Tools. И, друзья, эти и другие темы я также публикую в своем телеграм-канале DI Tools. Если вы еще не подписаны на него, обязательно подпишитесь, потому что там буквально осталось всего 15 подписчиков, чтобы разыграть несчастный усиленный боевой пропуск коллекционера. Подпишитесь, нажмите кнопку «Участвовать в конкурсе», в розыгрыше этого усиленного боевого пропуска, и есть шанс, что вы его выиграете. Ну что, друзья, я оставлю тайм-коды, как всегда, в описании к этому ролику, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме, а вы устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И первая тема у нас касается фантомной рулетки «Вечные объятия», которая вышла у нас совсем недавно с последним обновлением, и там один очень наблюдательный игрок заметил, что у некроманта женского пола, у этого скина при определенном ракурсе и освещении заметны очень деликатные детали, которые вы сейчас видите на экране. В общем, после этого поста многие начали шутить, что они все бросают и начинают переходить на некроманта. Я считаю, что подобные детали, конечно, очень мило видеть в такой игре, как Diablo Immortal. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что по этому думаете, и собираетесь ли вы бросать все и переходить на некроманта. Ну и, конечно, куда же без жалоб. Игроки уже перешли на 1100 уровень, практически все, кто играют на уровне сервера, потому что прошлая неделя у нас была с уровнем сервера 1100, а с понедельника, с сегодняшнего дня у нас 1110 уровень сервера. И игроки очень расстроены, что они не получают новых легендарок и не могут в первые 10 уровней сложности набрать все недостающие сущности. На самом деле это общая проблема, и я делал специальный ролик, где переходил на Пекло 9 и переносил всю свою экипировку на Пекло 9 и разбирал, какой я смог набрать боевой рейтинг после всех этих изменений. И, естественно, мне ни одна новая сушка не упала, я уже собрал где-то 3 или 4 из 6, мне там, по-моему, парочка всего осталось, но я их собрал просто выполняя ежедневные задания в подземельях и бегая порталы ужаса и активируя эту кнопку благословения легенды, друзья. В общем, игроки расстроены, что легендарки не падают, а все сундучки, которые они открыли, содержали какой-то булл-щит. И при этом опытные игроки советуют копить легендарки и сундуки, а открывать их спустя пару недель, когда уровень сервера достигнет хотя бы отметки 20. И я считаю, что это очень интересная механика — раскрывать все свои неопознанные мистические предметы экипировки, а также сундучки именно где-нибудь 20 уровней спустя. Думаю, будет больший шанс получить какие-то недостающие сущности или что-то стоящее. Ну, в общем, напишите в комментариях, потому что кто-то меня поправлял и говорил, что если ты нашел сундучок на предыдущем пекло, то, открывая его на новом пекло, ты будешь получать и сущности с прошлого пекла, и характеристики экипировки с прошлого пекла. Но, тем не менее, в моем видеоролике, где я раскрывал все эти легендарки, те предметы, где мне предлагалось выбрать, какой именно предмет выбирать, нагрудный доспех, стойка оружия или стойка защиты и так далее, мне выпадали именно легендарки с нового пекла 9 с характеристиками Пекло 9.
А вот интересная новость про игроков с халбу серверов, которые устраивают собственные PvP-турниры и просят разработчиков немножечко подкрутить механику смены билдов. В общем, игроки нескольких кланов поделились инициативой. Они регулярно устраивают PvP-турниры по особым правилам. Без амулетов, рун, самоцветов, питомцев и даже бонусов святилища Харадримов. Это примерно очень похоже на, как это событие называется, не проклятие выжившего, а дикая потасовка, где все характеристики уравнены, и ты играешь буквально голым, без камней, без всего, собираешь их во время события. В общем, игроки просят добавить простую кнопку «Пропустить анимацию» в меню сброса очков святилища, потому что все предметы, которые они разряжают и убирают все амулеты, самоцветы, они могут настроить в билде, а вот святилище Харадримов надо идти вручную и сбрасывать все очки. В общем, игроки отмечают, что уже провели 2 успешных турнира и надеются, что разработчики прислушаются и поддержат их идею для развития подобных собственных турниров в сообществе. Ну, на самом деле, лучше просить разработчиков просто добавить распределение очков святилища Харадримов в билды. Тогда ты сможешь собрать билд со сброшенными очками святилища Харадримов и просто быстро сменить билд. На самом деле, очень интересная тема, потому что для того, чтобы разбавить ежедневную рутину, сообщество держит игроков в игре, и они устраивают такие PvP-турниры, где уравнены все характеристики, потому что они играют без амулетов, без каких-либо бафов и только полагаются на свои скиллы. Напишите в комментариях, относитесь ли вы к серверу, который устраивает такие турниры, и хотели бы устроить подобный турнир. Будет очень интересно узнать, как работает вся эта механика. И следующая тема, друзья, касается обновления ресурса D-Info, который обновился до версии уже 0.44. Разработчик добавил туда информацию о легендарках при смене класса, описание легендарных самоцветов, стоимость обычных самоцветов и все руны со слотами и эффектами. И этот ресурс на самом деле очень полезный. Я им уже начал пользоваться, потому что готовлюсь к большому апгрейду своих камней. У меня уже накопилось достаточное количество копий окровавленного нефрита и бурлящего исхода, и в одном из роликов я обязательно его обновлю. И на этом ресурсе, как и на прошлом DI Tools, которым до сих пор многие игроки пользуются, можно посмотреть, сколько тебе нужно ресурсов, какие эффекты дают те или иные камни на определенном уровне прокачки, а также свойства сетовых комплектов. Ресурс просто супер полезный для новичков, для опытных игроков. И если мы хотим посмотреть, сколько нам нужно ресурсов для прокачки какого-либо камня, ну, давайте возьмем бурлящий исход. Мы заходим в легендарные самоцветы, заходим в 5-звездные, ищем бурлящий исход, это у нас Rolling Consequence по-английски, и видим, что с 1 по 10 уровень нужно 73 копии и 4450 силы самоцветов, но мы будем качать до 6 уровня с 5, потому что именно столько у меня есть ресурсов. И мы видим, что я буду потратить 6 копий и 375 единиц силы самоцветов. 6 копий я уже набрал, мне осталось только откуда-то набрать 375 единиц силы самоцветов. Ну и также мы здесь можем нажать кнопку Compare и сравнить, сколько у нас ресурсов дает прокачка на 1 уровень выше. То же самое здесь касается и обычных самоцветов. Можно посмотреть, сколько ресурсов нужно до прокачки на определенный уровень. Есть информация по сетовым комплектам. Ну и так далее. Друзья, я считаю, что этот ресурс должен быть в закладках у каждого игрока Diablo Immortal. И, к сожалению, DI Tools, ресурс, которым все пользовались ранее, больше не обновляется. На нем нету некоторых камней, которые появились в последнем обновлений, поэтому давайте поддержим разработчика DI Info и будем пользоваться его ресурсом.
А тем временем игроки разбираются, как же добыть недостающие страницы бестиария. И у многих сейчас примерно такая же картина, как и у меня. 176 из 177 страниц собрано. И я вот, видите, тоже не исключение. Я уже достаточно давно собираю последнюю страницу, но мне попадаются одни копии. В общем, один из ветеранов Diablo Immortal рассказал, как спустя год он заполнил, наконец, недостающие страницы бестиария. И оказалось, что некоторые записи связаны с конкретными элитными заданиями и боссами, которых игроки могли просто не убить. В общем, если ты бегаешь по одной и той же локации и получаешь сущности монстров из одинаковых мест, убивая одних и тех же монстров, то постоянно тебе будут выпадать дубли страниц. Короче, совет от сообщества следующий. Проверить, какие элитные квесты и боссы ты пропустил. Также некоторые страницы открываются только после первого убийства рейд-боссов. Ну и если не хватает рыб или уникальных монстров, надо проверить вики по Diablo. Ссылочку я оставлю в описании к этому ролику. И там указаны места и время спавна. Ну и, конечно, кто еще не в курсе, у нас вообще-то проходит битва миров или схватка миров среди, в основном, конечно же, донатеров. Потому что это событие нацелено на выявление сильнейших игроков. В воскресенье 9 ноября у нас закончилась регистрация на предварительные матчи, и с 10 ноября у нас начинаются сами предварительные матчи. Если вы вступили в команду, начиная с 4 игроков, и вы видите, что я уже в команде, и здесь достаточно сильные игроки, примерно моего уровня, ну, не сказал бы, что я, конечно, очень сильный, но отборочные матчи, за них стоит побороться. И мы сможем забрать, друзья, такие вот классные награды. За каждый матч это 2 мистические ликипировочки, немножечко ресурсов, опыт. Ну а за победу в отборочных матчах мы получим даже сундучок. В общем, друзья, не пропускайте это событие. Обязательно участвуйте хотя бы в отборочных матчах. Уверяю вас, что ваша команда выиграет какие-то из отборочных матчей, а на некоторые из отборочных матчей даже не придет ваш соперник. Такое тоже бывало, когда я играл в первой схватке миров. Событие очень приятное, можно будет получить неплохие награды и потренировать себя в скиллах PvP, хотя бы немножечко разнообразить свою игру. Здесь, конечно, потребуется определенная дисциплина, потому что матчи проводятся в определенное время, но не пропустите, будьте обязательно онлайн и тренируйте свои PvP-скиллы, друзья. Напишите в комментариях, будете ли участвовать в этом событии, собрали ли команду и что вообще обо всем этом безобразии думаете. А тем временем, друзья, ад снова возвращается в Анахайм. Blizzard объявила даты старта продаж билетов на BlizzCon 2026. Фестиваль пройдет с 12 по 13 сентября 2026 года в Калифорнии, а билеты уже поступили в продажу 7 ноября 2025 года, всего несколько дней назад, по супер цене. Эта скидка продлится до 18 ноября, и потом билеты станут по обычной цене. Короче, нас ждет очередная волна анонсов и демо, включая, вероятно, обновление и для Diablo Immortal, ну и других проектов Санктуария. Будем, конечно, держать руку на пульсе, но я хочу сказать, что у нас еще целый год впереди, и что делать в это время непонятно. Я даже опубликовал пост на Reddit о карте по развитию игры Diablo Immortal на 2026 год, и никто еще пока что ничего не может сказать. Единственная новость, которая есть, это то, что у нас появится новый класс в следующем году, но об этом чуть-чуть попозже. Напишите в комментариях, ждете ли вы BlizzCon 2026 через год вперед, и будете ли покупать со скидкой билеты до 18 ноября.
Ну и, друзья, очередная порция недовольства PvP. На этот раз под раздачу попал бедный рыцарь крови, который все пророчат, что он скоро будет понерфен. Игроки не понимают, почему разработчики так сильно ослабили друида, но оставили рыцаря крови в нынешнем состоянии. Он продолжает накапливать щиты и выживать там, где другие классы мгновенно умирают. По их мнению, щит рыцаря крови должен иметь как минимум более долгий откат. И действительно, друзья, на поле боя часто стали появляться рыцари крови с какими-то нескончаемыми щитами. Они, как танки, стоят у идолов, и их просто невозможно убить. И это, на самом деле, большая проблема, если игрок даже с небольшим резонансом прокачивает свои второстепенные характеристики и использует сущности последнего пекла, чтобы обрести максимальную устойчивость к урону, он, конечно, будет доминировать в PvP. Просто нужно оптимизировать свои билды к новым сущностям Пекла 9. Все-таки разработчики, я думаю, размышляют о том, как будет игра развиваться при переходе на новый уровень сложности, и выпускают сущности, которые более или менее сбалансированы друг с другом. Напишите в комментариях, встречали ли вы неубиваемых рыцарей крови, а мы идем дальше. Ну а дальше, друзья, игроки нашли серьезнейший баг у котика Амальгама. И, кстати, они не уверены, что это вообще баг. Может, это какая-то задумка разработчиков. Один из игроков заметил, что амальгамный маракашнырь, или наш котик, наносит почти вдвое меньше урона, чем обычный кот. Вы видите сейчас изображение на экране с амальгамным котиком, а теперь с обычным котиком. И у обычного урон в 2 раза больше. И по тестам этого игрока контратака амальгамного котика наносит на 55% меньше урона, а щит ослаблен примерно на 20%, хотя именно он и считается фирменной способностью этой редкой версии питомца. Друзья, амальгамные фамильяры вызывают очень много споров, и действительно в сообществе отмечают, что многие амальгамные свойства работают хуже, чем обычные свойства. При этом все потраченные ресурсы на получение такого фамильяра, они просто сумасшедшие. Ведь тебе, чтобы получить амальгамного фамильяра, нужно скрещивать или преобразовывать 3 аберрантных фамильяра. И с определенной вероятностью тебе получается амальгамный фамильяр, у которого еще и характеристики могут быть какие-то немного хуже, ну и плюс его амальгамное свойство хуже обычного. В общем, автор призвал игроков не улучшать своих питомцев до амальгамного и даже откатывать изменения. Но пока разработчики не могут подтвердить, что такое снижение урона и защиты действительно задумано, и мы все ждем от них обратной связи. Ну и как я уже говорил, друзья, я жду какую-то дорожную карту развития игры Diablo Immortal от разработчиков на весь 2026 год. Нам нужно понять, что же у нас нового появится в игре, чего ждать, потому что за последние несколько недель после обновления быстро все наскучило и все превратилось в обычную ежедневную рутину. Если это не так, пишите в комментариях, как найти мотивацию продолжать играть в Diablo Immortal. В общем, я в порыве негодования сделал пост на Reddit, где попросил помочь мне найти какой-то roadmap на 2026 год. Ну и многие мне ответили, что если ты не любишь гриндить, то игра Diablo Immortal просто не для тебя. Но и тем не менее, какая-то информация просачивается, и тут и там в постах мы можем увидеть какие-то спекуляции на тему нового контента в 2026 году. Например, на Reddit был недавний пост, где все игроки ожидают новый класс в 2026 году и спорят, что за персонаж может быть этим классом. Кстати, если у вас есть какие-то предположения, пишите в комментариях, что за новый класс может появиться в игре Diablo Immortal. Ну, конечно же, мы ждем продолжения кампании Flash Harvest, где мы погонимся за Альбрехтом и все-таки с ним расправимся. А так, конечно, это ежедневная рутина, которая уже всем наскучила.
Но на самом деле я ищу самый эффективный способ игры в Diablo Immortal, чтобы тратить минимальное количество времени, но при этом получать максимальное количество ресурсов. Это уже определенный трюк. Здесь нужно четко знать механику, где и что ты получаешь и в какое время. И в ближайшее время я выпущу ролик по обычным самоцветам, как максимально эффективно с 2-3 событий получать все свои ежедневные и еженедельные капы гарантированно, друзья. Это все новости, которые я хотел обсудить в этом выпуске. Напишите обязательно в комментариях, нравятся ли вам подобные форматы, что вы об этом думаете. Ну и, конечно, если этот ролик вам понравился, не забудьте поставить ему лайк и проверить, что вы подписаны на мой канал. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.